Анна с детства была влюблена в танец. Еще когда она держала в руках куклу, ее первые па рождались в уме, и она представляла себя на сцене, окруженной светом софитов. Но ее мечты так и остались в воображении. Судьба распорядилась иначе. В городке, где стояла элитная школа искусств Сент-Клэр, Анна с незапамятных времен была лишь уборщицей. С рассвета до позднего вечера выносила пустые ведра с водой, мыла полы в классе царственной по ДД, протирала планшеты, на которых отмечались оценки учениц, прятала за уголки винички и тряпки, чтобы не мешались между пуантами и театральными костюмами. Ни один из этих сотен классов не переступил порог обычной девушки из простого района, но толкнул ее все ближе к тайной мечте. Днем она работала, как и все, без чести, без уважения, незамеченная ученицами и преподавателями. Но когда в школе выключался свет, шли последние шаги сторожа, и двери закрывались под стук ключа, тогда начиналась ее настоящая жизнь. Когда все вокруг погружалось в тишину и пустоту, Анна пробиралась по коридору. Звук ее тапочек был приглушен, тело действовало будто замедленно. Танцевальный зал ждал и был для нее сакральным пространством. Подняв занавес и включив потусклый свет, она появлялась на сцене, как будто из другого мира. Чистый паркет, мягкая подсветка, и только она, выходящая навстречу мечте. Ей, Анне, уже было за 30. Без юного резерва классического образования, без поддержки родных, никто не записывал ее в маленькую студию балета и не возил на занятия хореографией. Она никогда не стояла на подтанцовке рядом с затрапезными девчонками, никогда не меряла балетки по каталогу. У нее были лишь память тела, каждое движение, отработанное в голове сотнями раз, и сердце, наполненное музыкой. Она училась сама, повторяла в голове из видео, слушала шорох юбок и стук пуант до их падения, слушала дыхание танцоров в фойе, когда они переводили дух, и повторяла эти па, вдох и выдох в одиночестве. И вот однажды в этот тихий вечерний час, когда Анна доверила себя музыке, внутренняя стихия, техника, плавность, экспрессия вырвалась наружу. Как будто сценой обнажилась душа, и каждая ее клеточка двигалась в унисон. Она поняла, что внутри нее целый оркестр, и он готов дать концерт. В то же мгновение в зал тихо зашла Камилла. Одна из учениц школы, активная, высокомерная, привыкшая быть центральной фигурой на всех планах. Обычно она бы не тронула даже веер взглядом, если бы не получила накануне тренировки новую пару балеток. Но стоило ей увидеть Анну, что-то внутри встрепенулось. Девушка, молча поднимавшая ведро в 8 утра, сейчас полностью преображалась. Перед предстоящей репетицией школьного шоу Камилла нарочито подняла голос. «Ну-ну, посмотрим, на что способна уборщица». Все ученицы разом засмеялись, все, кроме Анны, которая просто продолжала танцевать, словно тот смех не имел к ней никакого отношения. И вдруг смех, отрезан резким дыханием, которого все перестали ждать, исчез. Зал навис тишиной. Каждая мышца ее рук текла и огибала воздух, вытягивала пространство, жила плотью. Даже самые суровые учительницы, среди них стояла дошколенная миссис Эллис, остановили репетицию и возвели взгляд. Тяжелое, разрезающее молчание заставило зал зашататься. Никто не знал, что ожидать от этой женщины с чистым лицом и измученным видом. Но когда музыка запурлила, она вырвалась наружу, и свет зала напрягся, вытянулся, расцвел. И Анна оказалась его главной героиней. Плавность, сила, техника — все, чем она не обладала формально,
вдруг вырвалось наружу. Ни одного кадра обучения, ни одного названия позиции. Все живое, органическое, держащее в напряжении. Даже миссис Элис, строгая преподавательница балета с глазами, привыкшими к академической форме, опустила веки и замерла. Когда музыка кончилась, послышался одинокий вдох. Потом второй, третий. Зал зажег в себе бурю аплодисментов. Они шли, расширялись по залу, переливались, заставляя пространство замереть от радости. Когда миссис Элис подняла руку, и ей удалось придать голос, она сказала: «Кто вас обучал?» Анна тихо ответила: «Никто, я сама». Слова повисли в воздухе, и тогда завеса век рухнула с глаз учительницы. Ушедла предвзятость, осталось только удивление, искреннее и глубокое. С этого дня все изменилось. Миссис Элис видела в Анне не просто исключение, а вызов традиционной системе. Учительница предложила Анне тайные репетиции по вечерам, осложненная дорога, скрытая от взглядов, трудная как жизнь. У Анны не было формы. Она тренировалась в старых спортивных костюмах, обматывала лодыжки скотчем, чтобы не дать бедрам поддаться боли, а суставы уже не слушались так, как у молодых. Но у нее была воля и душа, горящая в каждом шаге. Накануне большого школьного шоу все повторилось. Камилла, узнав о репетициях Анны, решила уколоть ее колючим словом и ситуацией. Она устроила случайное падение на Анну прямо в раздевалке. Столкнула так, что та почувствовала резкую боль в лодыжке. Анна молча встала, потрясла головой, глубоко вдохнула и лишь на секунду задержала взгляд. В нем не было страха, только огонь. Ее поддержали тайные репетиционные напарницы. 5 девушек, которые видели ее танец, слышали лязг работы и поверили. Они надели бинты, помогли выйти в зал, поддержать, но отказались показать, в кого они верят. Анна молча выскользнула за занавеску. Наутро шоу-музыка еще не звучала, но сцена уже вибрировала от ожидания. Анна стояла в кулисах, балансируя взглядом между светом и темнотой, между мечтой и болью. В лодыжке пульсировала боль. Ее тянуло, горело, но сердце подсказывало: «Выходи, выходи на сцену и не прячь мечту». Когда прозвучал первый аккорд, все испытание, все страдание, вся тишина ночей, все вылилось в движение. Шаги шли мягко, как дыхание. Руки рисовали линию, которую не могла нарушить рана. Каждый разворот, каждая па говорили отрезвляющей правдой, годами молчаливой борьбы. Болело, да, но остановиться было нельзя. Когда музыка стихла, а зрительный зал сжался в едином молчании, а затем взорвался аплодисментами. Это был триумф не просто артистизма, а тыла силы человеческого духа. Когда аплодисменты укротились, из тени вышел мужчина в строгом костюме, директор лондонской балетной школы. Его лицо было выражением интереса, уважения и уважительной радости. Он аплодировал, прошел через свет и подошел к Анне. Из его уст в тишине раздалось предложение: бесплатное обучение по стипендии, полное погружение в классическую программу, возможность выступать на большой сцене. Анна едва верила ушам. Ее руку слегка затряхнуло, в глазах блеснули слезы. Не от боли, не от усталости, а от ошеломления. Ее мечта, которую она хранила в себе долгие годы, без права голоса, вдруг ожила. Ее коснулся шанс, простор света и жизнь песни, которую она не только слышала у себя внутри, но теперь суждено запеть перед миром. На следующее утро она пришла в школу не с ведром и тряпкой, а с аккуратно уложенной балетной сумкой. Вместо серого фартука — черные легкие трико, вместо острых тапочек — мягкие практики.
В ее взгляде была решимость. Я не просто забыла прошлое. Я теперь другой человек. И ее путь только начинался. Он был тернист, но освещенный светом внутренней правды. Неважно, сколько тебе лет и кем ты работаешь. Если в тебе живет искусство, оно найдет способ заговорить со всем миром. Оно заставит весь мир замереть и аплодировать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, вас вдохновили ночи тайных репетиций. Или сердце тронула ее сила воли, когда Камилла устроила известную подставу. Как вы бы поступили на ее месте? Обсудим вместе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Здесь мы рассказываем именно истории преодоления. Каждый день вместе с вами учимся не сдаваться перед лицом обстоятельств. До свидания и до новых встреч в мире настоящего искусства, где каждый может оказаться центром света.